Я Вахтанг Кикабидзе, актер. Почему-то говорят певец и актер, как будто певец не актер. Так говорят, да? Работаю в искусстве как профессионал уже, наверное, больше 50 лет. Старый я уже. Мне приятно сегодня вот принимать участие в этом действии, которое посвящается короткометражному кино. Величайший секрет жизни в человеческой истории человечества – это право выбора. Кому фото на память? Подходи, сфотографирую. Кому фотография на память о солнечной Грузии? Эй, Геннадий Свали, подходи, сфотографирую, Девушка, девушка, подходи, сфотографирую. Фото на память. Эй, кому фото на память? Подходи, сфотографирую. Ну, не хочешь фото? Тогда я тебе сказку расскажу. Что я делаю? Нехорошо. Надо душу спасать. Улыбнитесь, пожалуйста. Здорово, тёлка! Будь здоров, волк! Куда путь держишь? В Иерусалим! Монахом хочу стать! Счастливого пути, волк! Счастливо оставаться! Здорово, волк! Здорово, бараны! Ой, извини, овцы! Куда спешишь? Иду в Иерусалим. Душу спасать! Тяжело грехи носить стало. Счастливого пути! До свидания. Эй, что смотришь? Улыбнись, Геннадий Свали! Клянусь, глупый я волк! Зачем сюда пришел? В храм меня не пустят. Совсем глупый стал. Всех пощадил и отпустил. Когда вернусь обратно, всех съем. Молодец, хорошо сказал. Улыбнитесь. Привет, осел. Теперь я тебя съем. Ты же в Иерусалим собрался! Душу спасать! А теперь съесть хочешь меня! Когда в животе пусто, тогда не до Иерусалима. Готовься!
Сейчас я тебя резать буду. Ладно, ешь. Только сначала сними подковы, чтобы не разорять хозяина. Подковы? Ладно. Сниму на счастье. Ну что я за кузнец? Подковами занялся. Вай, 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 вай. Ну, здравствуйте, овцы! Сейчас-то я вас съем? Мы согласны. Только исполни нашу последнюю просьбу. Мы давно пасемся на этом лугу и никак не можем решить, чей он. Помоги нам поделить его. Как я его вам поделю? Я что, землемер? А ты встань между нами. Кто первый добежит до тебя, того и лук. Хорошо. Побежали! Сейчас вылетит птичка! Зачем я влез не в свое дело? Какой из меня землемер? Почему я им курдюки сразу не вырвал? Сейчас я тебя съем! Ну, ешь. Только сделай доброе дело. Спой что-нибудь, а потом уже ешь. Хорошо, спою. Вай-вай-вай, их закушу сейчас. Девушка, что такой грустный? Улыбнись, ты в Грузии. Куда я полез? Вай-вай-вай. И зачем это я вздумал душу спасать, а? Какой из меня землемер? Какой из меня кузнец? Какой из меня певец, а? Эх, был бы кто рядом, да избил бы меня, а? Избить? Пожалуйста. В этом мире, даже у порога собственного дома, ничего сказать нельзя. Клянусь, улыбнитесь. Эта сказка, это о людях. Это переводить можно, вот как люди живут, как они мыслят, что они делают. Вот хотят, он все время делает что-то плохое, вдруг захотел стать добрым. В общем, в этом городе Кутайсе есть театр для детей. И там мы должны были посмотреть, ну, была красная шапочка. А версия была такая, что волк был очень добрым, очень добрым. Это столица Имереции, Западной Грузии. Живут очень открытые люди такие.
очень приятные, все время они на все смотрят с юмором. А волк был типичный медицинский волк, который пел, играл на гитаре, ни бабушку не ел, а ее попросил временно спуститься в подвал. Она сидела в подвале, пока пришли эти охотники, ну как в сказке происходит. И хорошо, что он хочет быть хорошим. И если хоть что-то сделает хорошее, для него это, знаете, какая нагрузка. Я тогда подумал, потому что это первый раз со мной случилось, я тогда подумал, что даже вот красная шапочка может иметь абсолютно другую версию, то есть это от нас зависит, каким может быть волк. Что было там? Что он не смог до конца довести свои добрые дела. И решил, кто они, так и давай, я все равно сделаю свое. Так что куда пойдет волк, это главный вопрос. Я был очень плохой мальчик в смысле учебы. Меня 3 раза оставляли в школе. Когда первый раз оставили, если тогда книга Гиннесса существовала, я бы вошел, потому что первый раз меня оставили в 3 классе. Потом в 6, потом в 8. Моя мама все время плакала, отец погиб у меня в 42-м Керчи. А моя преподавательница русского языка, она маме говорила, говорит, не плачь, Манана, потому что уже будет артистом. Грузин поет везде. Речь идет о нормальном грузине, как на определенном типе. То, что вы встретите на улице, это не всегда грузин. Нету человека, чтобы не пел. Это нонсенс. Если в семье никто не поет, это даже непонятно почему, как это вышло. Все, начинаем. Дай слово. У нас в каждом регионе своя система песни, своя манера, абсолютно не похожая. Вот у кахетинцы по-другому поют, гурийцы по-другому. Вот у гурийцев, когда начинается тема, и они поют хором, потом один голос залезает совсем наверх и начинает бегать там. Это надо послушать, это можно с ума сойти, потому что он очень необычно. Притом этого без слова он это делает, он горловое пение. И когда вот джазмены приезжают и это слушают, с ума сходят они. Очень часто это происходит здесь. Ну, точно могу сказать статистику. Очень много иностранцев, которые хотят работать, хотят жить тут, хотят просто дружить с людьми, и потому что они думают, что мы что-то им даем. Инжир, малина. Хороший малина, хороший инжир. Хотите я говорю? Малина. А горячая кукуруза. Мы служили верой и правдой проводителям. Знаете, это вам покажется смешно. У Шахабаса правили грузины. У турков сидели грузины. В Русской империи сидели грузины. Иногда сидели плохо, иногда как повезет, да? Вот так. Так что мы еще будем шутить на эту тему. У грузина жена умирает. Сидит седой человек и видит, как дети и внуки входят в комнату, наверное, где лежит больная супруга.
прощаются с мамой, с бабушкой. Потом старшая дочь выходит и говорит: папа, мама хочет с тобой попрощаться. Он заходит в комнату, лежит исхудавшая женщина, видно, давно болеет уже. Одна нога там, на том свете. Она говорит: чем я могу тебе помочь? Она говорит: а у меня, говорит, есть право на последнюю предсмертную просьбу. Он говорит: есть, если я смогу выполнить. Выполни, говорит, пожалуйста, свой супружеский долг. Он говорит: как это ты уже вот 3 года? Ну, это, говорит, моя просьба. Ну, он что-то там сварганил, вышел и рвет волосы на голове, мол, что я наделал. И вдруг слышит звон посуды. Заглядывает в столовую. Ее жена такая вырядившаяся в красивом платье, летает, накрывает стол, такая величившаяся. Он говорит: что с тобой случилось? А ты, говорит, меня вылечил. Как тебе, говорит, не стыдно? Если, говорит, ты знала, что это лечит. Я, говорит, и твою маму вылечил бы, и папу вылечил бы. Волк есть волк. Вы знаете, юмор – это черта не только грузин, это всеобщий талант всех культурных наций. Поэтому мне неудобно, и я не могу конкретно вам рассказать какую-то смешную историю, которая подтвердит, что мы люди с юмором. У нас не получается юмор на сцене, например. Не получается юмор в телепередачах, в отличие, например, от русских. У них это прекрасно получается. А у нас наоборот. Наш юмор – это повседневный. То есть лучше всего я чувствую себя хорошо, и мне приятно, когда юмор такой живой, это происходит только за столом. Первая черта грузина – это то, что мы убиваем людей с кинжалом, а маленьких детей поедаем. Вот. Останавливаюсь, вроде приехали, и вдруг он резко достает нож и к горлу. Слышь, говорит, деньги давай. Есть еще такие элементы. Грузин, на мой взгляд, это справедливый человек. Человеколюбец, иногда до глупости. Ну, главный минус, наверное, в грузинском характере – это их доброта. Грузины очень добрые и гостеприимные, и, к сожалению, очень часто из-за этого страдают. На них все действует. Плохое действует на них. Они излятся, конечно. Забыла, как это слово. Ранимые. А? Обидчивые. Обидчивые. Обижаются очень сильно. А если кто-то скажет хорошими, на руках носят. Вот в фильме «Мино» все считают, что это комедийный фильм. Ну, правда, самое главное там, где было понятно, что это не комедия, это все в Москве отрезали, финал. Но там же разговор идет о том, что человек должен быть на своем месте. А это вас, Деньги кончились. пожалуйста, от Ринари. Кончились деньги. Кто-нибудь возьмет. Я мечтал быть кинорежиссером с самого начала. И вас не удивит, если мне хотелось быть хорошим режиссером. Я мечтал о том, чтобы стать лесником. Но ввиду того, что отец мой был кинорежиссер и мать киноактриса, меня все-таки потянуло в кино. И я решил поступить в ВГИК. Но, однако, я пошел в церковь. Я был 8 лет был референтом патриарха. Это был хороший ход в моей биографии. Потом из-за каких-то обстоятельств я ушел и пошел в церковь. То есть меня послали в церковь. Я, Сепания,
служу моим прихожанам. Православная традиция. Но вот крыши, вот то, что В храме Господнем один раз наш, вернее, Нелли и я, наш духовный отец вел нас туда. И вы знаете, это само собой случилось, мы стали плакать. Так подействовало на нас, потому что туда, когда войдешь, там совершенно уникальная аура. Ты действительно с Господом общаешься, когда бываешь там. И у нас полились слезы. А в церквях же Иисус Христос на иконах разными художниками нарисован по всему христианскому миру. Ну, борода, ясно, там волосы, а лицо разное выражение. Я как-то маму был совсем маленький, спросил, я говорю, я знаю, что она с утра до вечера идет в церкви, находится все время. Я говорю, ты знаешь, я говорю, его, Бога? Я, говорит, каждый день его вижу, она говорит. Я говорю, как это, как видишь, где он? Я говорю, это, говорит, ты. Бог, говорит, в каждом человеке. Вот каким ты станешь человеком, такой у тебя и будет Бог. Сказал Бог людям: вы есть свет, жизнь, вы соль всего мироздания. Было сказано, но не было услышано. Несмотря на сплошную демократизацию, освобождение людей от каких-то оков, мир тонет в эгоизме, в ненависти, в злодеянии. Есть одно спасение. Есть одно спасение — вернуться в отчий дом. Вернуться для того, чтобы строить. Для того, чтобы взять на себя какие-то обязанности. Эгоист не может создать ничего, потому что он примитивен. Волчьими принципами домой не возвращаются. И Иерусалим нельзя перейти, то есть Иордан нельзя перейти, Волгу. То есть приобщиться к высокому, светлому, божественному.